Однако, здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Dishonored. В прошлой серии что мы сделали? Мы нашли его, Антона Соколова, человека, который, казалось бы, с одной стороны изобрел не то что лекарство, но профилактическое средство от чумы, которое гарантирует, что вы не заболеете. Но с другой он проводит довольно-таки неслабые и жестокие эксперименты прямо на людях. Поэтому мы его выкрали. Посмотрим, что с ним сделают лоялисты. Давайте, Сэмюэль, поехали. В принципе, все готово. Да, я думаю, можно двигаться. 5 врагов убили. Капец, мы страшные люди, страшные. Зато не было тревоги. Простой житель, это кто считается? Это этот, что ли? Который бандит? Старьевщик? Ну, странно, не знаю. Ладно, давайте продолжать. По факту мы почти все нашли. У нас 3100 единиц. Так, допрос. Королевский лекарь Антон Соколов попал в руки лоялистов. С его помощью можно добраться до самых близких сторонников лорда-регента. Но станет ли вам помогать величайший ученый империи? Придется убедить его. Или заставить силой. Ну что ж, я думаю, наши ребята могут заставить его силой. Он вряд ли слишком силен, так сказать, волей. Хотя кто знает. Ну, вообще, учитывая его приверженность жестоким экспериментам, вряд ли у него сильная воля, вот что я скажу. Я думаю, да, это будет нехилое такое удивление. Диссонанс. Да? Это интересно. Может, Соколов на самом деле не такая пропащая душа, но все-таки эксперименты на людях с целенаправленным заражением, как я понимаю, это не всем правильно. Понятно, что наша современная медицина, как бы, ну, насколько я знаю, шагнула достаточно далеко, в том числе благодаря экспериментам нацистов, вот, которые были весьма-весьма бесчеловечны. Но тем не менее, не оправдывает. Цель не оправдывает средства. Ну, моя жизнь уже особо не вернется назад, знаешь ли, адмирал. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with the tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Ну, будем общаться с чужим. Прекрасно. Ой, извиняюсь. Так, о, да, пожелать спокойной ночи, Эмили. А где у нас Эмили? Точно. А где Эмили? Я и забыл, что у нас здесь. Давненько не играл уже. Прошло некоторое время с тех пор. Мы еще с ним поговорить же можем. Точно, ну-ка. Новый арк-пайлон? То есть, подожди. Это еще более прокачанный разрядный столб, чем у Соколова? Или это разработка Соколова, улучшенная тобой? Так, а что у него по прокачке есть? И шум и ботинки. Кстати, это приятно. Болтов у нас нету цепляющих, как обычно. Думаю, пиздец качнуть. Потому что у нас денег прям можно есть чем угодно. Шум ботинки 2, ну прекрасно. И что это дает? Давайте еще так. Да. Все, прокачались. Ну, посмотрим. Мы бегаем совершенно бесшумно. Лол. Все, кончились эти страшные времена, ребята. Кстати, аудиографа нету? Аудиографа нету. Окей. Так, что здесь? Викторианская руда. Блин, наверху это был! Я пропустил 2 или 3 записи, а я не бегал наверх. Ну, ты зачем Пьеро перепрятал аудиограф? Sokolov's true genius is pampering the aristocracy. Fools. Так, продолжаем. В общем, да, Пьеро не слишком хорошо отзывается о Соколове, что понятно, у них конкуренция жесткая, но они просто вместе не работали на самом деле, что мы увидим в дальнейшем. И они оба будут себя по-другому вести, так сказать. О, костяной омлет. Костяной омлет. Вы слышали, да, что я сказал? Костяной омлет. Просто прекрасно. Так, Силия, что скажете? Да, конечно, я весь внимание. Хорошо, понял вас.
Спасибо, Сесилия, за доверие. Я постараюсь его не предать, так сказать. Спасибо. Спасибо, Сесилия. Ну, девушка честная, пытается нам помочь, так сказать. От чистого сердца, считаю. Благодарю. Скажите что-нибудь интересное. Да здесь весь дом продувается. Понятно, откуда пыль. И песок как бы на пляже рядом. Но я согласен, да, я вас поддерживаю, Сесилия. Несмотря на то, что она все-таки дочь императрицы и императрица сама себе. Ее нужно воспитывать. То есть, власть не значит вседозволенность. И особенно императрице это нужно знать. Вот. А то будет, знаете, как в той истории про «Пусть едят пирожные». А, вот и ключ. Так. Интересно, о чем это речь идет. Вот, что скажете? Lord Pendleton has departed for the evening to attend to matters at the manor. It concerns the departure of his brothers. I'm sure you understand. Уж я-то понимаю. Я об этом позаботился вместе со Стачковым. Си-Джеем, как его предложил называть Азамат, с комментариев. Lord Pendleton shares little with his brothers, other than name. Ну, я видел, что они не самые добрые люди, так сказать. The stories I could tell you about what my lord's older brothers did to some of the staff, especially the maids. It's beyond my station, but I must say they were beasts, dressed as nobles. Lord Pendleton will return on the morrow. Понял. А он записи не оставил случаем, который можно послушать? Просто ходим, слушаем личный дневник Пендлтона. 41 глава, офигеть. Да, ты герой-любовник прям. And to counter the gloom, the Boyle ladies hosted 3 nights of merriment by invitation only. Lydia was most fetching in lavender pants and a tunic of yellow silk. She was pleased with me from the moment I walked in the door, with my manservant bringing not 1 but 2 cases of effervescent wine from the south. In fact, I had come laden with gifts, such that all 3 Boyle women soon took notice, and they set out to make me more than welcome. We uncorked the wine right away, and as night fell, we... Wallace! Confound these interruptions. Да, ух что жизнь, знаете, как называется. Знати, да? Так. Адмирал, а что смотришь? На картину? Don't worry. We won't start the interrogation without you. Благодарю. Give me a length of rope and a bucket of seawater. Ну да, ты старый моряк в курсе, да, как работать с ним? Ой, извиняюсь, я же на вы к вам обращался. Забылся. Я все-таки простолюдин. Посмотрим. Возможно, он может быть весьма крепким. Тут, знаете, есть две возможности. Либо он будет очень крепким, либо моментально сломается. У меня такое размышление есть. If you think prison food's bad, you should see what the Abbey serves its captives. I think the overseers make it themselves. Прекрасно. Но зато она полезна, знаете, матрица. Белки, витамины. I still wake up thinking I'm in the stocks. Ну да, воспоминания так себе. The nursemaid Callista is quite fetching, huh? Or maybe I've been in prison too long. I'll sleep like the dead tonight. Пожалуйста. Спокойной ночи. We're getting closer to reaching our goals, but our position is becoming more dangerous. You don't house and feed a half dozen people without leaving telltale traces. Riverboats pass day and night, and the looters are going to start gathering once they're sure the plague has burned the place out. I conclude, if our enemies are not dead by the month of winter, we will be. There's a sadness in Emily, but she's strong. Weathering the death of her mother just a half a year ago better than most grown men I've known. Once we take Dunwall Tower, I'll see that her life is better. I've always thought that I'd command the Navy in her name, but sometimes I wonder if I shouldn't just take the title Lord Regent and do it properly. Власть соблазняет, не так ли, адмирал? Голоса Пендлтонов. Хевлок, примите мои поздравления. Лорд Регент вне себя от ярости. Его не поддержали в парламенте.
Он надеялся на поддержку семейства Пендлтон и не ждал сопротивления. Но, как вы и предполагали, без поддержки Пендлтонов его положение резко осложнилось. Его бюджет на оборону также не был утвержден, и посему он испытывает недостаток средств. Полагая, деньги на содержание городской стражи он получает от какого-то близкого друга. Мы подозреваем, что этот неведомый благодетель – влиятельная дама, возможно, его любовница. Я постараюсь выяснить это. Ясно одно. Если стража не получит плату, деньгами и эликсиром, она не станет хранить верность присяге. Ваш друг станет врага. Интересно, кто это? О ком речь? Так, ну, шкафы вроде неотъезжаемые. А где Эмили? Вот где держат Эмили? О, Лидия, здравствуй. Прекрасно, прекрасно пела Лидия. How do you do, sir? I apologize for my state. I could use a long soak in the bath. So relaxing. What a treat that would be, hmm? Согласен, согласен. You're a bold one, Master Corvo, snatching the royal physician like that. Благодарю лестный отзыв. На самом деле, будь видеть способности, That poor было бы man. I hope you поскромнее. won't be too rough with him. Ну, не знаю, тут уж зависит от него самого. Так, а где Эмили? Где Эмили? Эмили и Калиста, да? Вот они вдвоем где-то. Так, тут моя комната. Где Эмили? Спящие дротики, которые, к сожалению, подобрать не могу. Речи Корво, да. Где Эмили? Я хочу действительно пожелать ей спокойной ночи. Припасы, ну да ладно. Модерный инструмент лежит. Просто так. Может, вот здесь? Здесь же у нас Сесилия ходила, да? Да, вот она. Так, ну я предлагаю не трогать ее припасы. Все-таки они ей понадобятся. Так, а где у нас тут? О, костяной амулет. Блин, Сесилия тоже прячет костяной амулет под кроватью. Неспроста, да? Толстая кожа, максимальное здоровье немного увеличен. Ну, прекрасно. Можно все одеть, в принципе. Умение немного усиливается. Что у нас еще? Старьевщик. Стекло бьется тише. Врагина промахивается. Духовность. В принципе, да нет. Так, нормально. В любом случае нам это не надо. А где Эмили? Где Эмили, господа? Я хочу поговорить с Эмили. Все-таки я ее телохранитель теперь. И вижу Лидию, вижу адмирала. Но не знаю, где Эмили. Интересно, где она? Так, ну мы заберем. Так, где Эмили? Что за подстава? Опа! Что у нас тут? Так, тайны подуть, мы, кажется, уже прочитали, да? Да. Прочитали в доме у Соколова. О, Тивянская руда. Так, я действительно хочу пожелать Эмили спокойной ночи. Почему я не могу этого сделать? Это Лидия или... Где? А, вот тут рядом, да? Блин. О, вот здесь, да? Где? Это Лидия. Лидия, скажи, пожалуйста, где Эмили? Эмили и Калиста, где? Ладно, давайте прогуглю, окей. Так что у меня игра сломалась немножечко. Да, блин, Эмили в башне. Маленькая башня. Прости, Лидия, я тебя пихнул немножечко. Эмили в башне сидит рядом с нами. Почему я об этом не подумал? Думаю, я просто считал, что она совершенно необитаемая, эта башня. А там же была вот комната здесь одна. Я про это забыл. Извиняюсь. Побегали, называется. Так, окей. Please be as quiet as you can. Ну разбей. It took forever for Emily to fall asleep. Я не успел пожелать спокойной Poor ночи. dear. It's okay, Emily, I'm here. С кошмары. She seems Бедная happier девочка. when you're here.
Though I know you have important things to do. Out there. Это in the да. city. Так, я же совершенно бесшумен, проверь. Я совершенно бесшумен. She still has bad dreams. Though it's understandable given all she's been through. Sometimes she calls out your name. Sometimes she cries for her mother. Little Emily. Someday soon an empress. But only an exhausted child at the moment. Poor girl. She's been through so much. I hate to say it, but we're counting on you to make things better. I'll stay right here, by her side all night. Может, ее разбудить? Поговорить? Может, и станет лучше? Может, ей будет спокойнее? Please leave a candle Мы for ее не me. разбудим. It gets dark in here and I can't see my mother. I just want a candle. Where is Corvo? Ясно. Ладно, Калиста. Спокойной ночи. Мы уходим. Чик. Эх, да, жалко девочку, конечно. Но мы постараемся хотя бы обеспечить безопасность своими действиями. Спим. Пора поговорить, я так думаю, с чужим. Corvo. Или надо же, не с чужим? Нас просто You were разбудит making Эмили? funny faces while you were Хе-хе, sleeping. ну здравствуй, чертовка. Ой, извиняюсь. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Правильно, правильно. Иди ближе сюда. Конечно, приходи, когда хочешь. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Да, нам здесь можно потусить, в принципе. Много книг лежит интересных. И вообще. Что расскажешь, Эмили? Прочитал что-нибудь интересного? Ладно, надо будет отдыхать здесь. Хорошо, а мы пойдем. Опа. Записка Фиро. Корво, благодарю за живого плакальщика. Мой старый друг из Академии естественных наук будет в восторге. Добыть живого носителя чумы — редкая удача. Уверяю вас, что он проявит все возможное человеколюбие. Ну что ж, хорошо. 2 дротика за это дали. Но я, к сожалению, их всех раскупил. Так. О, Тиг Мартин, это же наш Тиг Мартин, нет? Это смотритель Мартин, он теперь верховный смотритель? Наши двигаются вперед. Лоялисты. Захватывают власть. Благодарность лорда Пендлтона. Корво, мои братья доставили мне множество бед. Корво, мои братья доставили мне множество бед. Я не хотел бы более вспоминать об этих людях. Но должен вас уверить, я искренне вам признателен. Мне стало известно, что вы обезвредили их, не прибегая к кровопролитию. Блестяще. Где бы они ни находились, сколь жалкое существование не ждало бы их, они живы. Кто знает, возможно, я их еще увижу. Лорд Тревор Пендлтон. Да не за что, Тревор. Портрет Корво, нарисованный Эмили. Корво, на этом рисунке я изобразила тебя без твоей жуткой маски. О, написала папочка. Ну, мы поняли, короче, да. Добрый Корво. Нет, офигенно, приятно, очень приятно. Все, можно погладить Эмили. Все. Будем сидеть. Потусим. С названной дочуркой. Хотя, конечно, есть версии, что я в этом точно не знаю, но, может быть, мы узнаем, что Эмили действительно дочка Корво. Есть такой вариант, То есть, что здесь все неспроста. Все не просто так. Сесилия? Новые диалоги? Да я знаю, что не желала. Но спасибо, что защищаете. Then Overseer Martin, then Lady Emily, then Mr. Sokolov. More dishes and laundry for me. At least make me feel safer. За это, конечно, прошу прощения. We used to have colorful bedding, but someone bleached it all trying to kill plague germs. Что поделать? It's gotten so bad that I can barely walk anyway, even during the day. Да, волкодавы. Those dogs from the city Специально watch are наускивают на terrible. людей. Just mean. No one here can sing. I think we could use some songs. Ну, Лидия, кажется, неплохо поет. Относительно. Все, не буду отвлекать вас более. Спасибо за утреннюю беседу. Чик.
Так, там Калиста моется. Так. Уважаемый. Вы что делаете? I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers shaped like snowflakes. Да, конечно, конечно. There is no snowflake lock. I was just, you know, looking through the lock. Да, случайно смотрел сквозь замочную скважину. Да, иди-ка отсюда, пожалуйста. I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. And for both of these reasons, I apologize and beg for your discretion. Все, иди отсюда. Мы уже слышали, так сказать, это предложение. А Калисту оставим в покое, пусть занимается своими делами. Так, где Лидия? Силе работает. Лидия здесь. Лидия? Well, Mr. Sokolov has certainly recovered. A good night's sleep has left him with an appetite. Это все? Один комментарий. Ну хорошо, мы знаем про Соколова. Осталось поговорить с остальными, и можно приступать к допросу. Странно, что мы видим Калисту в одежде. Почему она в туфлях? Почему Ваня в туфлях? Это довольно странно. Мартин, поздравляю с назначением. Living completely in alignment with the seven strictures and guiding the people in the religious faction. Надеюсь, вы будете лучше, чем смотрели Кэмпбелл. Campbell was a farce. If not for all the blackmail material he accumulated, he'd have never been more than a lower-level initiate among overseers. The Admiral Lord Pendleton and I have already begun using some of what we've learned from Campbell's Black Book, Corvo. You've given us powerful leverage to get the overseers on our side. I can't thank you enough. I'll speak to you later. Мы делаем общее дело. I've got to go through Campbell's journal again. It's incredible. A decade of secrets, betrayals, and observations. Now I understand how such a man rose to the top of the Abbey. Согласен, вопрос хороший. Ну и компромат все решает. Где там остальные наши пассажиры, с кем можно поговорить? Того улиц наверху, да? Адмирал наверняка у Соколова. Say what you will, the royal physician knows his wrong. Это факт. We must admire Lord Pendleton's composure in the face и очень необразованный. That mark on your hand, is it a tattoo or a brand? It's disturbing, I must say. Surely you're not superstitious. Вы говорите обо мне очень уверенно, Уоллес. Возможно, вы предрасположены, потому что считаете меня высокорожденным, но на деле-то нет. What will I say when Sokolov has passed at his funeral? Like this, perhaps. Размышления, конечно, прекрасные вообще. Sokolov is dead. Gone forever. We were rivals at the academy, yes. He was jealous of my agile brain and youthful energies. But he's dead now. And what can I say about him? Sokolov, he did improve on some inventions. He did well for himself in his way. He had many admirers among the aristocracy, especially those who lack a solid background in matters of natural philosophy. He was a painter of portraits. They say his work was genius. That remains to be seen. Time will tell. Да, конечно, первый не шибко многословен, скажем прямо. Не шибко распространяется, распространяет свою гениальную мысль в своем сопернике. Но он такой явно человек, нет мира всего, знаете. Невероятно опасный и умный человек, знающий в своей области, но в остальных он как инопланетянин. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. Есть портрет с вами It's тремя? not that I object to holding him hostage for a while, since he's been aiding the Lord Regent, but it's a shame. I always found him rather charming. Очень приятно, да, до тех пор, пока не попадешь к нему в клетку. He is both brilliant and disgusting. I doubt he has changed much. Bringing in Sokolov was a stroke of genius. The Lord Regent's got the support of most of the noble families.
Who knows what bullying he's done to bring them all in line? We need information to break his hold. Мы ее добываем, лорд. Ладно, заходим. Royal physician, I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. Bah! I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man. Он, наверное, не знает, что я не убийца. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress. And the former spy master, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. Whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? Дерзкий Соколов. It's the company you keep that interests us, Sokolov. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress. The very aristocrat who is funding the military with her fortune. Пока не разговаривает, мы побежимся, соберем вещи, что есть. Control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. Пока не начались пытки, он молчит. Ну что будет позже? You're part of this rabble, but I know you have your reasons. И какие, по-твоему? All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Curious strategy. Of which I approve. Его нельзя, так сказать, ну, угрожать ему крысам бесполезно, потому что если мы убьем Соколова, мы потеряем ценнейший ресурс. Соколов сам это понимает. Давайте поговорить с его соперником, который наверняка знает, как к нему подмазаться. Ведь наверняка он знает только как свои 5 пальцев. По крайней мере, он изучил все его подходы, все его работы. It's well known that Sokolov is virtually addicted to a rare liquor called King Street brandy. The taste is revolting, but I happen to have a bottle. Совершенно случайно, да? I am reluctant to give it to you for Sokolov. Да боже, Пьеро. It cost me quite a lot. It is very expensive stuff, a blend of rare Pendician spices and a drop of whale oil. Would you care to purchase it? Да, давай. Давай мне бутыль. Да все за 150, господи. Разговоров-то было. Неужели Соколов заговорит за одну бутылку? Я вот сомневаюсь, честно говоря. Хотя ему нет смысла, так сказать, держать верность лорду-регенту. Да, пожалуйста. Мы еще можем пытаться пролезть через люк и стукнуть его пару раз в теории. А если бы мы в него вселились, как думаете, что было бы? Спрятал просто за пазуху. Смешно, смешно. Леди Бойл. Одна из 3 Леди Бойл, да? Их 3, судя по запасам, записям Пендлтона. Я видел этот портрет. Действительно впечатляющий. А вот мы и приглашение, кстати, нашли. Только... То есть мы не нашли бы приглашение, нам пришлось пробираться туда, да? Вообще-то да. Убивать мы ее не будем, естественно. Можно, конечно, всех 3 убрать. Казалось бы, все так быстро и просто, да? Что сейчас, короче, Соколов?
I assume I will remain in this kennel for the duration of your little protest movement. I don't suppose you have anything to read. Wilmot's History of the Lesser Perversions, perhaps? К сожалению, я не имею такой информации. I care a fig for the Lord Regent. The man's neurotic. He's the source of most of our trouble, I suspect. You're a far more interesting person than I took you for, Corvo. One day we'll have quite a conversation. I never believed you would want to strike down the Empress, Corvo. She cared for you greatly. But I suspect you'll be the man to put the next Empress on the throne. Хотелось бы верить. Что у тебя за книжка, друг мой? Да, блин. Проект Сфером, том 2. А, ну мы его читали. Да. Мы читали ее в упоротых сериях. Прошлые, конечно, 3-4 серии были довольно упоротые. Я сам был довольно упорот в них. Эти уже такие поживее пошли, поживее. Хотя потому, что я начинаю писать их не в час ночи. Мы можем дать Сколу сбежать. Интересно, что будет. I hear you're off to the Boyles' little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? Это я могу. You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. Еще у меня есть ощущение, что это подстава. I knew Sokolov would see reason and tell us what we need to know. He never actually liked the Lord. Ну да, судя по тому, что он согласился на информацию после первой бутылки. I'll be sorry to miss the whole affair, but you know how it is. Top secret missions and all that. It's rather important. I wouldn't trust anyone but you to deliver the message to Lord Shaw. The note is brief, but Lord Shaw will understand it. Watch yourself among the Lord Regent's noble bootlickers. I do hate to bother you with the matter of this message, but it's of importance, and you'll be able to handle it better than anyone else. Я думаю, мы справимся, конечно. Все, поговорили. Так, вот интересно. Можем мы туда запрыгнуть? Можем, а еще выше. Окей, здесь у нас монтажные инструменты, все, да? Если мы выспались, у нас восстановилось и здоровье, и мана, кажется, да? Приятно, приятно. Окей. Have you ever been in a sea battle? Of course. Did you ever see pirates? And did you sink any? Of course, dozens. Oh yes. But that's not for young girls to hear about. Он опытный боевой адмирал. I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what Empresses do mostly, isn't it? Наполеонские планы, да, Эмили? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Киты здесь, значит, не просто киты. Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. Хевлок точно не хорошая нянька. A masked ball. Разговорчивая. You happen to have the most clever mask of them all. Это точно. Entering a hive of Посмотри, куда идет Эмили. All who live to kiss the Lord Regent's backside. I'd rather swim with the hagfish. Lord Pendleton is an exception, of course. The Boyle family is notorious in high society for their decadence and cruelty. Ну да, мы уже послушали запись Пендлтона. Их веселье и вечеринка. Won't be trivial. You could apply force or guile. Trust your gut in knowing which is the best approach. Хорошо. That thing with the brandy, simply brilliant. Это Пьеро придумал. Это Пьеро. Не моя заслуга. Ой, извините, Уоллес, извините, я не знал, что я на вас напрыгнул. Это получилось случайно. Кто пошла Эмили? Свою башню? Может быть. Еще бесконечное количество монтажных инструментов раскидано. Эмили спрятался от нас. Причем очень даже неплохо. Калиста все еще умывается. Умывается, не умывается. Давайте сходим к нам. Этот... Упал. Нам в здание, так сказать, нашу квартиру. Можно ли там поговорить с Эмили? Не здесь ли она? Нет, она не здесь. Она не под нами. Возможно, она в своей башне. О, аудиограф.
Все, слушаем. А, вон Эмиль на берегу. Dear uncle, it's been a while since I've heard from you. And with the way things are going, I can't be sure we'll see each other again. I just wanted to tell you I'm doing well, and I'm safe. For now. My job, caring for a young girl, is better than I expected. Though she can be very trying. But I'm treated well. There is enough to eat. I fare better than most, I suppose. We are the last of our family, Uncle Kurnow. We just have to go on living, if we can. May we see each other soon. Your niece, Callista. Ясно, ясно. Ну, Калиста довольна своей работой, это хорошо. Ему все-таки хорошая девушка. Эмили? Everything was so fancy at the Golden Cat, but in a different way than the palace was fancy. The old Madame Prudence said that all the ladies are princesses and the men come to admire them. My doll, Mrs. Pilson, was there the day my mother died. We both saw it. I bet Mrs. Pilson would have liked it there. I hope she's safe, wherever she is. Если буду в башне, я постараюсь ее найти. If I ever see my Может, doll again, получится. I'm going to declare a holiday across the empire. Хорошо, почему бы нет? Это будет день миссис Пилс. Хорошо, Эмиль, если я буду в башне, я постараюсь его найти. И на этом я предлагаю заканчивать. Мы получили всю информацию, поговорили со всем, с кем можно. Мы застряли. В следующей серии поедем на бал Бойлов и будем разбираться с ними. Да, Самель? Пожалуй, так и сделаем. А с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.